зачем это нужно? Значит, по сути дела, два основных аспекта. Один аспект. Он связан с большей системностью в работе сил противодействия терроризму. Что я имею в виду? Ну, как образно скажу. Значит, в принципе, в каждом министерстве, ведомстве, спецслужбе, правоохранительном органе должен быть пакет, в котором написано, вот если будет желтая угроза, то есть вторая степень, да, вы вскрываете этот пакет, и там написано, что вы должны сделать. Если красный, вот это должны делать. Сегодня все это прописано в рамках законов, в рамках регламентации деятельности НАК, так сказать, общим букетом, не распределено по степени опасности. Это позволяет упорядочить работу всех задействованных сил и средств. Причем по трем направлениям. Управленческое, оперативно-розыскное направление и профилактики. Я могу пояснить просто, что имеется в виду. Я для себя пока такую табличку сделал. Значит, дело в том, что значит, вот этот закон, в нем ничего не написано, кроме того, что вводятся 3 уровня. Там больше ничего нет. Значит, дальше последует указ президента, который будет вводить алгоритм действий по каждому из этих уровней. Да, причем в самом указе этого не будет, а к указу будет приложение. И, собственно говоря, вот сейчас с приложением, этим приложением работают. Я пока говорю только о первой половине, которая касается деятельности сил противодействия терроризму. Я о гражданах пока не говорю. Значит, ну вот смотрите, например, допустим, первый уровень, синий, повышенный уровень террористической опасности. Понятно, поступила оперативная информация, то есть получена каким-то там агентурным путем или через там, перехват какой-то информации, прослушивающие там устройства и так далее, о том, что вот должна состояться такой террористический акт. Значит, о чем это может свидетельствовать? Ну, как минимум о 2 вещах. Первое, что он действительно готовится. Второе, что это ложная информация. Значит, для того, чтобы что-то делать, надо проверить, эта информация работает или не работает. Но пока мы будем ее проверять, значит, а если она реальная, значит, мы теряем время. Значит, силы правопорядка и спецслужбы должны что-то делать для того, чтобы, если она проверится и будет подтверждена, мы успели что-то сделать. Ну, вот, например, что по в управленческом плане, вот по этой, значит, вот этой синей угрозе, что-то может быть. Ну, например, уточняются схемы оповещений и порядок экстренной связи между всеми структурами. Ведь это же постоянно меняется. То есть это должно в актуализированном состоянии быть. На самом деле это не может быть. Это каждый день никто этим не занимается. Как только появляется, значит уже это делается. Планы развертывания сил и средств согласовываются. Планы совместных действий оперативных штабов. Планы охраны и обороны объектов, которые могут подвергнуться террористической опасности. Тренировки личного состава по отражению нападений. То есть это все делается, что не касается граждан совершенно. То есть силы и средства, то есть как бы состояние повышенной готовности. Она поэтому называется повышенный уровень. Да? То есть это вот по управленческой. Что, например, по оперативно-розыскной может быть здесь деятельности? Ну, сразу, значит, вопрос начинается с помощью сил и средств сохранность взрывчатых веществ. То есть надо тут же проверить, как, чего. На пассажиропотоке движение людей, значит, тут же надо сейчас особое внимание. То есть все люди, которые задействованы, источники информации, которые задействованы в обеспечении задач противодействия терроризму, они должны быть ориентированы. Поступила такая-то информация, надо отслеживать, не появились ли новые люди какие-то, не появляются ли в ходе движения каких-то подозрительных элементов и так далее, и так далее. Граждан это не касается, это работают спецслужбы, правоохранительные органы. И профилактика. Значит, информирование населения о нарастании угрозы. Это какая-то форма может быть, которая не требует от граждан пока никаких действий. Инструктажи нарядов милиции и ДПС дополнительные, о том, что вот какие-то там признаки. Еще, я подчеркиваю, не получено подтверждение о том, что эта угроза реальная. Это может быть дезинформация, это может быть ошибка, это все, что хочешь.
Значит, то есть, по существу, вот на первом этом этапе этой синей угрозы ничего не происходит, кроме отработки взаимодействия всех структур. Следующее. Значит, оперативная информация о террористической угрозе подтвердилась. То есть, да, самого теракта нет, но уже мы получили данные, да, приехала группа людей с взрывчатыми веществами, они намерены вот там что-то сделать, мы еще, может быть, не знаем где, но уже подтверждение есть. Это совершенно другой подход. Вот здесь уже, значит, достаточно активно должны включаться в силы противодействия. То есть мы переходим на вторую стадию. Грубо говоря, примитивно вскрываем второй конверт. Его вскрывают и в МВД, и в ФСБ, и в МЧС, и в Минздраве. Значит, все, кто зайдет, ага, вот мы должны сделать то-то, 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 то-то. Это тоже не касается пока граждан, что касается управленческой и оперативно-розыскной деятельности. Но уже здесь пошел более жесткий контроль паспортного режима. Закон не нарушается, все, никаких посягательств. Паспортный режим должен провести? Должен. Все. Просто ориентируются силы, так сказать, правопорядка на более жесткое проведение. Усиление охраны объектов жизнеобеспечения, например. Контроль за передвижением транспорта через административные границы. То есть это более что ли, активный набор мер, который позволяет выявить уже конкретно, где может быть совершен теракт, или какими лицами, или как локализовать это и так далее, и так далее. Вот для граждан здесь появляются одни моменты, которые тоже, по большому счету, не влекут никаких для них последствий. Значит, что, например, это может быть? Инструктажи руководителей и охраны объектов. То есть уже инструктажи. Вот приехало, по достоверным данным получено, что прибыла там группа в составе 10 человек, вооруженные, с боеприпасами. Значит, вы должны вот так сделать. То есть проводится инструктаж, который позволяет, чтобы люди были готовы к появлению таких людей. Меры по учету и хранению взрывчатых веществ, проверка тепло- и газопроводов, проверка объектов транспорта, инфраструктуры промышленности. По существу людям мы нигде не посягаем на их права и интересы. Но я хотел бы подчеркнуть, все зависит от степени полноты информации, в результате которой проверена была и получено подтверждение. То есть если мы знаем, локализовано место, локализована улица, квартал, город, тогда могут возникать уже другие вещи. Надо уже будет сообщать населению о том, что здесь ожидается, значит, возможно, будет террористический акт, побуждать население к тому, чтобы оно там или не выходило из дома. То есть это целый... Я еще перейду вот к гражданам. И третий, критический, красный уровень. Тогда, когда уже мы либо получаем точные данные, где вот произойдет сейчас теракт, или если этот теракт уже произошел. Вот, то есть это верхний план. Здесь уже полностью расписано, значит, круглосуточное дежурство сотрудников всех служб, личный состав на усиленном режиме, повышение, боевая готовность группировки сил, которые задействованы. Это по управленческой части. По оперативно-розыскной это уже, вот здесь уже начинают вступать в действие другие механизмы. На красном этапе по существу неизбежно вводится правовой режим контртеррористической операции, КТО. На предыдущих он, может быть, и не введен. Просто не требуется этого еще. Потому что КТО это уже противодействие конкретно силами и средствами. Вот при красном уровне это уже введение этого режима. И значит вступают в действие ограничительные меры. Это может быть контроль почтовых отправлений, это прослушивание телефонных переговоров, это выборочный контроль или досмотр, это проверка документов и в случае отсутствия документов их доставка, значит, для проверки. Это может быть беспрепятственное проникновение в помещение. Здесь уже все это оправдано.
И если тут уже, как говорится, не дожиру быть бы живы, здесь уже нужны решительные меры. И в отношении граждан уже непосредственно это целый набор вещей. Они все присутствуют в той или иной форме в законе противодействия терроризму. Ну, например, что здесь может быть? Удаление физических лиц транспортных средств с места проведения контртеррористической операции, там, где введен вот этот красный уровень угрозы. Да, то есть все надо, так сказать, убирать оттуда. Приостановка работы общеобразовательных, дошкольных учреждений, там, ограничение на проведение массовых общественно-политических, культурно-зрелищных мероприятий. Ну, если в городе проводится контртеррористическая операция, если мы ждем с минуты на минуту взрыв, а на соседней улице дискотека проходит, ну, мы реально понимаем, да, что это делать нельзя. Ограничения, безусловно, ограничения интересов граждан, но в данном случае совершенно оправданное. Введение карантинных мероприятий. Собственная безопасность сотрудников и их семей. Карантин, что значит карантин? Ну, карантинное это может быть карантинные мероприятия, связанные с распространением биологически активных веществ, химических и так далее. С этим должны тоже считаться. Все может быть. Проверка готовности лечебных учреждений. Значит, вот, собственно говоря, то есть еще хочу подчеркнуть эту мысль. Она вот в том пакете документов, которые сейчас находятся в разработке, не вводится никаких дополнительных мер, кроме тех, которые уже есть. Просто они систематизируются применительно к действию каждого органа в соответствии с той или иной стадией террористической опасности.